И всем привет на канале Польза.нет. Здесь только подробный обзор с целью сэкономить вам средства. И это смартфон, на который я не планировал делать обзор. Это OnePlus 13R. Почему я его не планировал делать? Потому что ценник был космос, и OnePlus 12 тот же был выгоднее по мне, хотя он был годовалой давности. Но они сбросили ценник, и сейчас это очень интересный продукт. Почему? Вот сейчас вы видите, как он снимает с основного модуля на 4К 60 FPS, к сожалению, на ультраширике их нет, к сожалению, на фронталке той же только 1080p 30 FPS. И да, однозначно бежать и покупать этот смартфон, пусть даже с металлической рамкой, довольно классным дизайном, супер быстрым программным обеспечением, 4,5 PPI, это субфлагманской плотностью пикселей, не стоит. Почему? Потому что здесь есть много особенностей. Одни из плюсов 13R в первую очередь, конечно, это то, что это у нас глобалка, агрегация частот у нас, соответственно, под глобальный рынок, и мы очень часто в последнее время обсуждаем это в телеге. Почему? Потому что когда ты покупаешь китайскую версию смартфона, не всегда у тебя то, что ты хочешь в плане скорости интернета, особенно симки. Wi-Fi, понятно, плюс-минус у всех одинаковый, хотя у меня, опять же, показывает, допустим, на OnePlus 13 глобальной китайской, что Wi-Fi мой работает быстрее на глобальной версии, так же, как и сим-карта несколько раз. Но это сим-карта по сим-карте. По Wi-Fi иногда, кстати, китайцы выигрывают. Но рассказ не об этом, рассказ про то, что 13R, давайте с комплекта начнем. Давайте начнем с того, что на него уже был обзор на основном канале Польза.нет, вы можете его посмотреть. Это делай раз. Делай два. Таких обзоров, как этот, очень много. Для чего он нужен? Исключительно для того, чтобы вы прикинули, устроит ли вас основной модуль у камеры, потому что я снимаю на жестком штативе, как вы видели, в одинаковой обстановке. Сегодня я еще сделаю такой же обзор, скорее всего, на Poco X7 Pro. У меня уже он в 3 цветах. Я купил лимитку, желтую и зеленую. Вот. Черную не покупал. Так вот, вы можете примерно прикинуть, как с одним и тем же лицом в одном и том же лифте на одной и той же дорожке в течение 2 лет снимает, не знаю, 100 смартфонов, там 110 уже. Вот. По этому смарту есть уже полноценный обзор на основном канале Польза.нет. Он там 40-минутный, с сравнением съемки, с выходом по съемке в студийных условиях, с сравнением с другим девайсом. Посмотрите, узнайте другого бренда, как он в сравнении справлялся. В основной, в личной телеге у меня по ссылке в описании есть исходники фотографий с этого смартфона. Вот так. Кстати, дымка сейчас, то есть легкая дымка, несмотря на то, что солнца очень много, как маленький смог. Почему? Потому что, я так понимаю, горит все вокруг, и поэтому ощущение дымки. То есть это не камера, если что, а это просто особенность такая сегодня. Так вот, по поводу этого смарта. В комплекте у него не идет зарядка, не идет ничего фактически. Может быть, разные комплекты для разных регионов, но до того, как вы начнете ругаться и говорить, да что же это такое, с другой стороны, 400, получается, $70 он сейчас стоит на Алихе. И это прям топ. Единственное, он, возможно, будет сейчас не экспресс-доставкой, а обычной доставкой. С экспресс-доставкой он вроде бы должен появиться 20-го. При экспресс-доставке ты таможню не платишь, с экспресс-доставкой, соответственно, ты влетаешь еще на таможню. Там таможня 15% свыше 200 евро. То есть в этом случае это примерно 1004 рублей. Итого ты получаешь за 52 тысячи OnePlus. И вроде бы это субфлагман. И хочется сказать, беги, покупай, он же супер крутой. Но не совсем все просто. Первое, за что его стоит, может быть, рассмотреть, если OnePlus 13R сравнивать с тем же Nord 4 от OnePlus, можно сказать, что ПО будет примерно работать одинаково, ценник чуть-чуть выше, но он реально крут. Единственное, у него нет направленного микрофона, и, возможно, вы меня слышите ужасно, потому что я рядом с морем иду. Но еще много всего здесь интересного и нехорошего. Допустим, тот же Poco X7 Pro имеет защиту от влаги IP68. И магия в том, что вот эта вот IP68 у X7 Pro, она отрабатывает. Здесь IP65, то есть вроде бы смарт за $500, там округляем сегодня, глобалка. А там смарт за $300, даже 250.
И здесь защита от влаги нет. Ну, IP65 это не защита от влаги. Это так. Там есть. С другой стороны, здесь есть очень прикольная функция по упрощению касаний. Проще говоря, если у вас экран влажный, либо вы касаетесь экрана через перчатки, он будет работать. И это очень круто. Плюс, в отличие от 13 линейки, 13R имеет абсолютно прямой экран. И я бы сказал, что если 13R прямой, тринашка чуть-чуть с закругленными краями, как скосики маленькие, вот 13R максимально обезличен. Это, знаете, прям вот чисто деловой смартфон. Прямые грани обрубленные, черный цвет вообще никакой, как будто супер быстрый, фронталка убогая, 1080p 30 fps, основа понятная, но максимум только 4К 60 fps. Большой аккумулятор достаточно, отсутствует беспроводная зарядка, бесит, что отсутствует защита от влаги, ну и все. То есть вот просто рабочий смартфон с великолепным, разумеется, переходником механическим по переключению режимов звука, пока не суперскими качествами по игровым возможностям, хотя Snapdragon 8 Gen 3, который стоит здесь, уже допилен по полной программе, супер быстрая внутренняя память, очень неплохие камеры, потому что когда я говорю, вот камеры так себе, посмотрите исходники по фото, он прям очень шикарен, но я, допустим, Poco X7 Pro специально сравнивал с Xiaomi 14T, ну, абсолютно разного класса устройства, да, и по большому счету вы-то толком даже не увидите разницы и в видео, не говоря уже про фото. Вот здесь фото такая же история. Это не значит, когда я говорю, что здесь классные фотографии, что они на 40% лучше, чем у Poco. Но лучше. Опять же, мое субъективное мнение. А по поводу его возможностей в плане игровых. Не все так волшебно. По идее, 8 Gen 3 должен был бы быть супер, но нет. С яркостью 1700 люксов он мне показал. Посмотрите обзор, повторяюсь, на канале и на канале для стримов. Вы, когда мы его жарили, напоминаю, что я его тестирую на канале для стримов несколько часов. Любой смартфон интересный. После этого я делаю полноценный обзор, и после этого делаю обзор одним кадром, если, опять же, есть смысл. Ну, когда ценник дропается на момент старта продаж, смысла было 0. Вот сейчас старт продаж на Али, за 48 тысяч рублей его можно рассматривать. Опять же, это, еще раз повторяюсь, деловой смартфон. Но прикоснуться к прекрасному, если у вас есть уже Nord 4, смысла менять на этот нет. Вы ощутите прирост по скорости, да. Стоит ли это своих денег? Нет. С другой стороны, если вы сейчас выбираете глобалку на несколько лет, 8 Gen 3, ну это 3-4 года, легко. А докидывание до OnePlus 13, который сейчас глобалка 68, в самой низкой цене, но это с таможней, то есть выходит он 75. Самый низкий ценник был 71 без таможни, вроде бы 20 числа они ее еще докинут. Может быть, кстати, еще один обзор одним кадром сделать на OnePlus 13. Напишите, если интересно. Но надо подождать, хоть чуть-чуть обновили, чтобы прошивку. Или если 20 числа они докинут, может быть, тогда сделаю. Докинут как раз на продажу без таможни за, допустим, 1070 или дешевле. Потому что аналогов по глобалке именно по флагманам OnePlus 13 нет. В долларовом эквиваленте переводим все в баксы и получаем там 680 долларов за OnePlus 13 в глобале. Вау! И этот получается 740. То есть, чтобы вы понимали, 13R, помните 9R когда-то кто-то покупал? Вот 13R в 2022 году, сейчас мы видим цену 48, был бы 24 тысячи рублей. И, ну как бы, 2 года назад я бы был более задорный по поводу этого и говорил бы, 24 штуки, беги, покупай. Но за 48 уже как-то по-другому ощущается, правда, как психика меняется быстро. И ощущение цен. То же самое касается там 3 месяца назад, это было бы 35 тысяч рублей. Потому что курс на 30% поднялся, отрицательно вырос. Отрицательно упал. Курс рубля отрицательно упал. Нет, надо вырос сказать. Как-то, в общем, надо извратиться, вы поняли. На 30% он сейчас дороже.
Потому что юань и доллар выросли примерно на 30% за 3 месяца, а электроника вся торгуется за них. И повторяюсь, если бы ты приобретал за 35 штук этот смарт, ты мог бы такой, вау, ну 36 бы он был. Сейчас 48, ну а все остальное тоже 48, то есть электроника вся выросла, потому что какой-то там 14Т мы покупали по 35 и думали, ну когда он будет 30-ник, ну в итоге он 40. Брал бы я 14Т или этот смартфон, однозначно этот. То есть по ПО он просто вау. С другой стороны, повторяюсь, самое, наверное, неприятное здесь это защита от влаги, отсутствие ее и какой-то фишки. То есть там нет там триггеров тебе, ни обходной зарядки, ни, не знаю, там суперплотности пикселей какой-нибудь. Ну ничего такого прям фантасмагоричного нет. Из фантасмагоричного только вот тема с тем, что здесь вибро топовый, но он не такой топовый, как в OnePlus 13. Тема с экраном, что он реально через перчатки работает. Тема с механическим переключателем, который у них уже давно, и это хорошо. Тема с тем, что они подняли кнопки, непонятно, очень, кстати, неудобно. Качельки, регулировка громкости и питания, но не так сильно, как в OnePlus 13, там я вообще не понимаю этого дела. Вот, наверное, и все. То есть это не тот смартфон, из-за которого надо бежать, просто сломя голову и покупать. Но если у вас есть деньги, если вы понимаете, что такое субфлагман, если вам не нужно какая-то супер фронталка и вас устраивает качество вот этой съемки, она вряд ли сильно прям дико улучшится. Он прям мне импонирует тем, что он, я не знаю, как вам объяснить, вот как для людей, которые говорят, я никто и звать меня никак, но в то же время у них все норм. Вот этот смартфон, наверное, про них, так, особенно еще в черном цвете у меня, он прям так и кричит, типа, вот я просто рабочая штука, просто очень хорошая рабочая штука. То есть еще лучше, да, это какие-нибудь там айфоны, опять же, для разных условий обстановки. Напоминаю, что здесь есть все бенды, русский язык, суперская яркость. Кстати, с яркостью здесь прикол, как и в OnePlus 13 и как и в Poco X7 Pro. Даже с отрубленной автояркостью какого-то лешего, ну, когда ты светишь фонариком на него, он увеличивает яркость. И так у многих аппаратов сейчас, мне кажется, это прикол андроида. Вот, Android, подлец. OnePlus 13R на кислороде, обновления прилетают, бенды все, агрегации частот для глобалок. Пишите, интересны ли вам такие обзоры одним кадром. Подписывайтесь на канал с колоколом. Девайсу за 480-460 долларов миллиард раз, да, они молодцы, это топ за свои деньги. Пусть и по характеристикам можно там какой-нибудь за 20 тысяч найти Infinix Tecno, у него будет обходная зарядка, но процессор, который у тебя зависает там, через 15 секунд после запуска, опять же, у каждого свое. Вы если только такими пользуетесь девайсами, не пробовали Redmi, Xiaomi, еще что-то, вам, ну, это лучше кнопочника, да. Но в целом у каждой ценовой категории есть свои фавориты. Вот выбрал бы я для себя Poco F6 Pro, допустим, Xiaomi 14T, потому что он тоже там 40 с копейками. Или этот девайс, однозначно этот. Но! Или тот же Redmi, кстати, GT 6, который стоил 35, а сейчас уже 40 с лишним. Мне OnePlus ближе. Но я могу быть не объективен, потому что мне очень нравится их программное обеспечение. Оно очень понятно, очень быстро и все. Девайсы от меня однозначно да. Подписывайтесь на канал с колоколом, приходите на канал для стримов. Добра и удачи вам, дорогие друзья.